Привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше, и досмотрев это видео до конца, вы получите один очень важный ответ. Как вести бизнес в Польше легально на упрощенке. Открыть ИП и вести бизнес на упрощенке по ИП. Платить от оборота и понимать, сколько конкретно вы будете платить. Досмотрите это видео, и вы узнаете на конкретных кейсах, примерах, что, сколько и куда вы будете платить в первые 6 месяцев, в следующие 2 года и сколько вы будете реально платить денег после 2 лет владения ИП. Поехали! Итак, в Польше есть третья форма налогообложения, называется Reach Out, и есть возможность платить от оборота. Но в отличие от Украины ставка не фиксированная, а она плавающая. Она зависит от вида деятельности. И эта ставка варьируется от 2% до 17%. Собственно, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Частый вопрос, а как я даю понять государству, чем я занимаюсь? С помощью видов деятельности, которые вы указываете в момент регистрации вашей jednoosobowej działalności gospodarczej, оно же ИП. Ну, в будущем это тоже, кстати, можно менять. Так вот, на разные виды деятельности существует разная ставка. Например, строительство, внутренние работы можно платить под 5,5%. Кофейни 5,5%. E-commerce, то есть интернет-продажи, 3%, что очень даже конкурентно звучит. IT, все, что связано с программированием, 12%. Интересно, образовательные услуги можно выводить под 8,5%. Фотографы почему-то, я не знаю почему, 15%. Мне кажется, как-то дорого, ну, то есть много. Ну и, допустим, консалтинговые услуги под 17%. Как вы видите, здесь очень много прозвучало услуг. Очень мало товаров и очень много услуг. Почему так? Потому что обычно в услугах не так много расходной части. Обычно услугу делает сам человек, как частный предприниматель, собственно. И вот поэтому, наверное, так много классификаций и разных ставок именно для услуг. С товарами все проще. Товар ты продаешь либо в онлайне, либо в офлайне. Ну, может быть, еще какие-то там гибридные варианты. Но в целом в третьей форме налогообложения не идет разделение, исходя из того, какой ты товар продаешь. Их там очень мало, этих разделений. В основном они стараются делить все вокруг услуг. Итак, первое, что важно зафиксировать, это вот эта ставка. Ставку нужно посмотреть. Прежде чем вы собираетесь что-то делать, пожалуйста, посмотрите ставку. Вы это можете узнать у нас, там на платной или бесплатной основе, либо погуглить сами, если справитесь. Итак, друзья, есть процент, который вы платите. Это так называемый ПИТ. То есть это налог на прибыль, который вы платите. Вторая вещь – это ЗУС, это фонд социального страхования. И есть два ЗУСа, которые вам надо будет платить. ЗУС номер один называется, назовем его польский лад. То есть это ЗУС, который возник относительно недавно. И суть его в том, что придумали пороги, после которых меняется ставка, которую вы платите за ЗУС. Давайте разбираться. Вот здесь сейчас слайд, вы можете его увидеть, поставить видео на паузу. Работает это таким образом. Есть три порога, которые нужно себе запомнить. До 60 тысяч злотых в год, до 300 тысяч злотых в год и все, что выше. Так вот, если ваш оборот по вашему ЧП на третьей форме налогообложения будет до 60 тысяч злотых, то вы заплатите примерно 335-350 злотых в месяц. Окей? То есть хотите зарабатывать в год до 60 тысяч злотых, то вы заплатите 335 злотых ЗУСа в рамках польского лада и ту ставку процентную налога видом деятельности, которой вы занимаетесь. Ну, например, 5,5% от оборота и плюс вот этот ЗУС в месяц, то есть 335 злотых в месяц. Это крайне редкий случай, то есть очень мало людей 60 тысяч злотых делают, большинство людей делает больше. Да? Соответственно, второй порог, который существует, это до 300 тысяч злотых. Примерно 560 злотых в месяц в таком случае вы будете платить, если ваши обороты будут выше 60 тысяч злотых. Друзья, это в целом либо надо понять и осознать, либо заплатить нам деньги за консультацию, чтобы мы вам персонально растолковали и написали прям, да. Ну, либо, не знаю,
пропустить это видео и открыть себе там ИП на другой форме налогообложения, но поверьте, там не лучше. То есть, поэтому слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Сядьте, успокойтесь и слушайте меня внимательно. Соответственно, если вы до 300 тысяч делаете оборот, то вы платите примерно 560 злотых в месяц с ЗУСа, Фонда социального страхования, в рамках Польского лада. Окей? Если вы делаете выше 300 в год, то вы будете платить примерно 1000 злотых в месяц Польского лада, вот этого ЗУСа. Зафиксировали. Теперь в рамках ЧП есть ЗУС, который был всегда. Есть фонд социального страхования, который платили всегда. Как это работает? Первые 6 месяцев вы можете не платить ничего. Это называется ульга на старт. Да, только важный момент, вам надо ее попросить, то есть при регистрации вам нужно это указать, ну либо там дополнительно потом заявление выслать, но это нужно указать, иначе этой скидки на старт не будет. Соответственно, вот второй вот этот ЗУС, первые 6 месяцев можно не платить. Следующие 1,5 года можно платить пониженный ЗУС, это на текущий момент примерно 500, может быть, как вы смотрите это видео, там 600 злотых в месяц. Это пониженная ставка ЗУС. Что происходит после 2 лет того, как у вас есть jednoosobowe działalność gospodarcza в Польше? Вы будете платить ЗУС от минимальной заработной платы в Польше. В 2023 году эта минималка составит 3600 злотых. Вы будете платить примерно половину от этой стоимости, то есть там 1700 злотых, ну где-то так. Соответственно, после 2 лет того, как у вас будет ИП в Польше на упрощенке, из чего будет складываться ваша налоговая база. Первое. ПИТ. Процент от оборота, который вы платите, который будет зависеть от того, чем вы конкретно занимаетесь. Например, 5,5%. ЗУС в рамках Польского лада. Если делаете в год 60 тысяч, заплатите 335 злотых в месяц. Если делаете до 300 тысяч, заплатите 560 злотых в месяц. Если делаете выше 300 тысяч злотых, заплатите 1000 злотых в месяц. Третье. У меня рук не хватает, получается, да? Третье. Первое, второе, третье. Это тот старый ЗУС. Первые 6 месяцев бесплатно, ничего не платим. Следующие 1,5 года платим пониженный ЗУС, примерно 500-600 злотых. И после 2 лет, третий ЗУС, будет от минимальной заработной платы в Польше, примерно 1700 злотых. Итого давайте считать. Давайте возьмем типичный кейс, который есть у наших клиентов, которым мы проводим консультации, и мы открываем, собственно, ИП в Польше. После 2 лет вы будете платить примерно такую стоимость. Вы будете платить 1700 злотых за один ЗУС. 560 злотых это там 1700, это 2260 злотых вы будете платить за 2 ЗУСа, если вы будете делать до 300 тысяч. И вы будете платить какую-то ставку в месяц, какой-то процент. Соответственно, давай посчитаем это в евро. Раздели, пожалуйста, 2200 злотых на 4,7. Мы сейчас посчитаем на актуальный курс, какая-то сумма. 2260 раздели на 4,7. 480 евро. Соответственно, на текущий момент в точке А, да, мы это считаем. Если ничего не изменится, то через 2 года существования вашего ИП в Польше на упрощенке, в 90% случаев вы будете платить 480 евро в месяц ЗУСа в фонд социального страхования. И плюс та ставка от оборота, которую вы будете делать. Большинство из вас будет делать 190 тысяч злотых в месяц. И если вам интересно, почему именно такая цифра, почему 190 тысяч злотых в месяц, напишите в комментариях, и я могу записать отдельное видео. Это сакральная цифра, это магическая сакральная цифра, которую очень важно помнить, если вы находитесь на reach-out. Напишите, если вам интересно узнать почему. Давай посчитаем процент, предложим какой-то процент. 190 тысяч раздели, пожалуйста, на 4,7. 40 426 евро – это 190 тысяч злотых. Давайте отнимем несколько ставок. Если ваш вид деятельности проходит по ставке 5,5%, то 40 тысяч минус 5,5%. Сколько налога мы заплатим? 2223 евро вы заплатите в год, за год, если вы будете делать 40 тысяч евро оборота.
и ваша ставка будет 5,5%. Получается, ребят, ситуация такая. Почему многие поляки жалуются на ЗУС, на фонд социального страхования? Все очень просто. Вы можете платить после 2 лет владения ИП без проблем 450 евро, да, там условных 450 евро в ЗУС, фонд соцстраха, и при этом ваш налог на прибыль будет 150 евро. Да? Соответственно, ставка ЗУСа фонд соцстраха забирает там в 3 раза больше, чем в итоге ставка ПИТа. Поэтому очень важно следить за всеми этими пороговыми ставками, за этими всеми цифрами и всем остальным. Ребят, давайте подрезюмируем. Во-первых, факт истина номер 1. ЗУС, скорее всего, у вас будет забирать больше налогов и больше денег, чем ПИТ. То есть ваш фонд соцстраха будет брать, вы будете на него тратить больше денег, чем на подоходный налог физического лица. Плохая новость заключается в том, что, скорее всего, этот ЗУС он будет расти все больше и больше. То есть это будет 400 евро, 500 евро, 600 евро. Через 10 лет, скорее всего, за ЗУС надо будет платить 1000 евро. Хорошая новость то, что все это идет постепенно с уровнем инфляции и в любом случае с уровнем роста цен, в том числе за ваши товары и услуги. Ну и вторая хорошая новость, это то, что в рамках ИП вы можете заниматься разными видами деятельности. То есть вы можете проводить что-то и там, продавать какой-то товар под 3% через e-commerce, вы можете оказывать консалтинговые услуги под 17%, вы можете делать строительные услуги под 5,5% и кофе продавать под 5,5%. То есть вы можете обучать людей под 8,5%, есть варианты, куда разогнаться и как еще какие-то вещи соптимизировать. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółka z o.o. в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!